Всем привет! Добро пожаловать на мой вязальный канал. Меня зовут Светлана. В этом видео я расскажу кратко о том, как я вязала свой кардиган крючком из шестиугольников. И вот тот самый кардиган. Вот так вот он выглядит спереди. Такой широкий рукав с узким манжетом. Предполагается застежка на пуговицы, но пуговицы я еще не пришила. Внизу он также оформлен резиночкой. И по спинке видно шов. Это соединение между собой двух больших шестиугольников. С этой стороны и с этой стороны это было два шестиугольника. Это изделие я вязала из пряжи украинского производства. Производитель называется Вивчари, а пряжа называется полушерсть. И, естественно, в состав этой пряжи входит 50% акрил и 50% овечья шерсть. На мой кардиган, который имеет достаточно большую свободу облегания, по ширине он составляет 50-51 сантиметр, а вязала его на 42 размер. Длина данного изделия составляет от плеча до низа, до конца резиночки 55 сантиметров. Так вот, на вот это вот изделие у меня ушло 480 грамм пряжи. Метраж данной пряжи 300 метров на 100 грамм. И вязала я двумя видами крючков, двумя номерами. Основное полотно, вот это вот шестиугольники, которые я вязала крючком номер 4. А оформляла я кардиган, то есть это вырез горловины, планочки, резинки по манжетам и резинка внизу изделия я вязала на крючке номер 3. И еще я использовала два разных вида резинки. На манжете я использовала рельефную резинку, вернее резинку из рельефных столбиков, то есть это столбики лицевые, столбики изнаночные с накидом, которые и внизу изделия тоже такое же у меня оформление. А по планкам и по вырезу горловины я использовала так называемую резинку из столбиков без накида за заднюю полупетлю. В этом изделии у меня есть небольшой недочет. Я бы не сказала, что это ошибка, это небольшой недочет, потому что я просто отвлеклась, наверное, и не обратила на это внимание. Я перепутала, так скажем, сторону застежки. Я сделала не женскую сторону застежки. Что я имею в виду? На той планке, на которой должны были быть отверстия для пуговиц, я сделала планку, на которой предполагалось пришивание пуговиц, а на ту планку, на которую должны были размещаться эти самые пуговицы, я сделала тут а, отверстие для пуговиц. Ну, то есть сделала на мужскую сторону застежку в данном кардигане. Для меня это не принципиально, я не вижу тут никакой большой проблемы, поэтому оставила все, как я связала изначально, не стала перевязывать. И вот так мое изделие смотрится на мне. Вот такая вот круглая горловина, которую я несколько раз перевязывала и пыталась сделать именно круглой. Вот такой вот широкий рукав на высоком манжете, который резко сужается. Вот так выглядит сбоку. И вот так вот выглядит сзади. Вот такое вот у меня получилось изделие. И вот мой кардиган выглядит вот таким вот образом. Вот такая вот горловина. По спинке выреза горловины нет, тут ровная линия, а по переду есть вырез горловины. Вот такая вот полочка. Одна, вторая, планки. Низ изделия. Рукав, такой вот манжет. И покажу пряжу поближе.
Вот такая вот пряжа. Значит, свое изделие я вязала из двух деталей. Из двух шестиугольников. Один шестиугольник — это одна половина изделия, второй шестиугольник — это вторая половина изделия, и потом они сшивались по спинке между собой. И рукав сшивался тоже вот тут вот вверху. Значит, каким образом я начинала свое вязание? Свое вязание я начинала, вот центр моего шестиугольника, в подмышке. В одной подмышке и во второй подмышке. Схему шестиугольника я вставлю в данное видео. Как вязать этот шестиугольник. Вяжется он несложно, даже совсем просто. Вяжется, вот можете заметить, да, вот действительно шестиугольник, он вяжется по принципу бабушкиного квадрата, но в бабушкином квадрате там 4 угла, а тут 6. Вот первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Я вяжу по кругу этот шестиугольник. В отличие от бабушкиного квадрата, который раскладывается ровно на поверхности, на плоской, этот шестиугольник по мере увеличения диаметра, так можно сказать, да, потому что он больше на круг похож, он становится такой воланистый. Это нормально, так и должно быть. Значит, я вяжу шестиугольник до того момента, когда в сложенном виде, а сложенный вид будет вот таким вот образом. Один угол мы берем, находим противоположный вот лучик, да, вот лучик этот противоположный с другой стороны и между собой соединяем, чтобы центр этого нашего шестиугольника находился вот как бы с одной стороны эти лучики, с другой стороны. И у нас получится вот такая вот, ну как буква Г, да, фигура. Я вставлю фото этой фигуры, когда она у меня уже была готова. Значит, она будет абсолютно одинаковая. Сейчас это не одинаковая, потому что я потом довязывала полочку. А поначалу у нас будет ширина что здесь одинаковая. И, значит, я вяжу до тех пор, пока ширина вот или этой части, неважно, какая часть идет куда, то ли на тело, то ли на рукав, они абсолютно одинаковые, не составит 18 сантиметров. В моем случае это было 17 рядов круговых. 17 рядов. Дальше я рукав оставляю в покое. Вот вы можете заметить, вот тут вот у меня рукав остановился. Вот это вот моя буква П, так скажем, или Г. Вот она вот здесь вот закончилась. Вот так вот. Я рукав оставляю и приступаю к вязанию тела. Потому что ширина 18 сантиметров, а мне, если взять это половина моего изделия, это совсем маленькая и узенькая, мне надо ширину изделия 50-51 сантиметра, то есть как минимум мне нужна ширина половинки моей детали, половинки моего изделия, чтобы была хотя бы 25 сантиметров. Я начинаю, значит, рукав я оставляю, не вяжу, вот здесь вот скрепляю рукав между собой скрепочками, у меня начало ряда будет вот здесь, и я начинаю вязать по спинке, иду по спинке, по низу изделия, по полочке, дохожу вот до вот этого вот момента, разворачиваюсь и иду обратно. Параллельно, когда я вязала вот это вот, надвязывала, я начала формировать вырез горловины. Как я формировала вырез горловины? То есть мне надо закруглить, да, я вот не довязала определенное количество, потом сократила. На спинке связала ну, ровно. Дальше вернулась, опять не довязала, сократила. И на полочке я связала на один ряд меньше, чем на спинке по ширине, чтобы вписать планку. Дальше, когда моя ширина изделия и вырез горловины меня удовлетворял, вырез горловины я не могу вам сказать точно, какой вам вязать, потому что у каждого свои предпочтения.
Тут вы прикладываете к своей какой-нибудь любимой кофте или кардигану и смотрите. Из расчета того, что тут еще будет надвязана планочка, то есть чтобы было чуть поглубже на размер планки. У меня планка на горловине 3 сантиметра, по-моему. Да, 3 сантиметра. Вот, то есть вырез горловины минус еще 3 сантиметра. Вот. Я одну деталь связала, вторую деталь я вяжу в зеркальном отображении. То есть до момента, когда я достигаю ширины рукава, я вяжу все точно так же. Дальше, чтобы получить изделие в зеркальном отображении, я начинаю вязать не по лицу следующий ряд, а по изнанке. То есть все точно так же, рукав я закрепила, начало ряда у меня получается со спинки, и для того, чтобы вязать мне по спинке, мне просто деталь нужно развернуть. Если же вы свяжете точно такую же деталь, как и с этой стороны, то когда вы начнете сшивать, у вас будут две одинаковые детали, и для того, чтобы состыковать изделие, вам придется одну деталь вывернуть наизнанку. Если для вас это не принципиально, то тут не проблема. Для меня было принципиально, чтобы, ну, как бы лицо совпадало с лицом, потому что я вижу изнанку. Точно так же все надвязываю спинку, надвязываю полочку, по полочке делаю вырез горловины и на один ряд связала меньше, чем на спинке. Когда у меня получились две готовые детали, я сшила спинку, сшивала иглой, можно сшивать крючком. Кому как нравится. Сшивала иглой по изнанке. Дальше я сшила швы по плечам. Вот здесь вот начинала, вот здесь вот возле горловины, и дошла до того места, докуда у меня был связан рукав, потому что рукав у меня была не вся длина. Как вы можете заметить, вот здесь вот у меня он закончился. Вот здесь вот видно шов. Вот он закончился, вот здесь рукав. То есть это нормально, когда рукав связан не полностью. Сшила я все. У меня получилась такое полузаготовка, да, то есть рукава у меня не были нужной длины, и тело у меня тоже было не той длины, которую бы я хотела. Что я делаю дальше? Я беру, присоединяюсь ниточкой в рукаве и начинаю надвязывать ту длину рукава, которую я хочу, минус манжет. То есть мне надо длина рукава 47 сантиметров, манжет у меня, я сказала 7, получается 7,5 сантиметров манжет, ну, минус 7 сантиметров, 40 сантиметров у меня должна быть длина рукава, я связала. Дальше я перехожу и вяжу рельефную резинку. Как сделать так, чтобы у меня было меньше столбиков, чем на самом изделии, чем на самом рукаве? Я просто по 2 вместе провязала. Первый ряд я после узора связала столбиками без накида, и вот как раз когда я вязала этот ряд столбиками без накида, я связала по 2 вместе. Естественно, я посчитала, чтобы это количество столбиков было кратно 2, чтобы связать рельефную резинку, которая вписалась бы в узор, да, в раппорт. Если бы вдруг у меня не получалось бы кратно 2, то где-то бы я не делала убавление, сделала так, чтобы было кратно 2. У меня получилось, что кратно 2 и ряд столбиков без накида, а дальше я перешла вязать столбиками с накидом, ну и потом уже рельефную резинку. Количество рядов рельефной резинки у меня получилось 12. Один рукав я связала, по аналогии я связала точно так же и второй. Столько же рядов связала, как и здесь. Точно так же столбиками без накида убавила это количество петель или столбиков и связала точно так же ряды, как и тут. Дальше я спрятала нитки и приступила к вязанию тела, потому что на теле у меня длина тоже была недостаточная. И я надвязала несколько рядов, я уже не помню сколько,
3 или 4 а, просто по низу изделия, вот начинала вот отсюда и вот так вот. Единственное, что я хочу сделать акцент вот на каком моменте. Когда мы вязали уголок вот здесь, да, мы делали 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 3 столбика с накидом. Когда же нам, допустим, на этом уголке надо остановиться, то один раз мы вяжем 3 столбика с накидом, а в следующий раз, в следующий ряд мы делаем 3 воздушные петли подъема, воздушная петля между вот этими вот группками по схеме там, да, и дальше вяжем так, как и вязали. Если же это, допустим, начало ряда, да, то мы делаем вот эта вот группка, да, мы делаем 3 воздушные петли подъема, 2 столбика с накидом и дальше воздушная петля, вяжем вот эти группки. А когда возвращаемся, мы в арочку из одной воздушной петли вяжем 3 столбика с накидом, воздушная петля и столбик с накидом в третью петлю подъема. То есть мы чередуем 3, 1, 3, 1, ну, то есть один ряд мы заканчиваем на 3 столбика, следующий ряд мы начинаем на 1 столбик. Заканчиваем на 3 столбика, начинаем на 1. Почему? Почему мы не заканчиваем на 3 столбика, да? Чтобы наше полотно не расширялось. Потому что если мы будем заканчивать на 3 столбика, наше полотно будет расширяться. Нам не надо, нам надо, чтобы оно было ровное. Вот это вот очень важно. Когда мы вяжем именно вот эти вот вот здесь вот, когда мы начинаем надвязывать, вот здесь вот по спинке, и вот здесь вот внизу изделия. Вот это вот важно. Надвязала я нужное количество рядов. Как я сказала, я уже не помню сколько, 4 или 3. И связала потом рельефную резинку. Рельефную резинку я вязала сразу, без ряда столбиками без накида. То есть вот я закончила этим узором, и каждая петля соответствовала столбику с накидом, ну а потом уже рельефные столбики. И у меня получилось, что 6 рядов рельефной резинки. На этом низ я закончила и приступила к вывязыванию планки. Планку я вывязывала вот так вот поперек, присоединяясь к этой полочке, да. Сначала я присоединила нитку, провязала ряд столбиков без накида, и потом уже начала вязать, тут еще этого не было, и начала вязать резинку и столбиками без накида за заднюю полупетлю. В моем случае тут, сколько тут у меня, сейчас я скажу, 7 столбиков, 7 петель. Сначала я связала планку, на которой должны пришиваться пуговицы. Потом я разложила пуговицы, где я хочу, чтобы они были. И, соответственно, я сделала отверстие для пуговиц. Приблизительно посчитала, что у меня через 15 рядов в 16 я делаю отверстие для пуговиц. Как я делала отверстие для пуговиц? Я 3 петли не провязывала, а делала цепочку из воздушных петель и довязывала до конца. Дальше разворачивалась и провязывала, как будто бы там и были петли. Вот таким вот образом у меня получилось отверстие для пуговиц. Тут у меня 3 петли, потому что пуговица у меня довольно крупная. Я примеряла. Я сначала сделала 2, мне не понравилось, поэтому я сделала 3. Когда же я закончила с планками, почему я делала планку таким вот образом, а не рельефными столбиками? Я попробовала рельефными столбиками, мне не понравилось, как получается отверстие для пуговиц. Поэтому я сделала такие. И плюс еще, когда я делала рельефными столбиками, оно как-то стягивалась, эта планка, поэтому мне не захотелось, чтобы она стягивалась, и я так связала. Дальше я вырез горловины решила обвязать рельефными столбиками. Начала обвязывать, мне не понравилось, поэтому я решила обвязать так же, как и планку, тоже столбиками без накида за заднюю полупетлю. Тоже присоединилась ниточкой, провязала ряд столбиками без накида, ну и дальше в таком же порядке я привязывала резинку, тоже 7 петель.
Когда я это все обвязала, ниточки обрезала, запрятала кончики, и изделие было готово. А, Какая тут самая большая сложность у меня была? Это сделать вырез горловины той глубины и ширины, которую я хочу. А, У меня, на мой взгляд, все получилось аккуратно и красиво. А, И да, не нужно спешить, нужно примерять, смотреть, и все получится. Вот. Ну вот и все мои действия, которые я проводила для того, чтобы связать вот такой кардиган. Если вам понравилось данное видео, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, а мы с вами увидимся в следующих видео. Всем пока!